Друзья, привет! Не отходя далеко от темы предыдущего выпуска, предлагаю сегодня снова поговорить о совместных разработках автопроизводителей из разных частей света. В частности, о сотрудничестве компаний из Великобритании, США и Италии. Итак, заглянем на страницы автоархивов с проектом Nash Healey. Известный британский автогонщик, дизайнер и инженер Дональд Хилли после Второй мировой войны основал свою собственную компанию по производству автомобилей. На протяжении второй половины 40-х годов на всех своих разработках он использовал силовые агрегаты компании Rely. Однако из-за слухов о скором окончании их поставок, а также в поисках более производительного двигателя, в 1949 году он отправился за океан для переговоров с руководством GM. Их целью было заполучить для своего гоночного проекта новую верхнеклапанную V-образную восьмерку от Cadillac. Переговоры, правда, провалились. Хилли не смог заинтересовать своим проектом боссов корпорации, а они ответили ему тем, что, мол, в компании нет ни одного свободного силового агрегата, который бы они смогли ему выделить. По существующей легенде, после этих событий разочарованный соискатель с долгом почти в 50 тысяч фунтов за плечами отправился обратно в Англию на борту судна «Королева Елизавета». По интересному совпадению, на том же корабле находился Джордж Мейсон, в ту пору глава холдинга Nash Kelvinator, человек весьма консервативных взглядов, в отличие от разменявшего шестой десяток, неутомимого и открытого ко всему новому Дональда Хилли. Однако оба, увлекавшиеся профессиональной фотосъемкой, нашли массу общих тем для разговоров. К концу длительного путешествия Мейсон, войдя в положение дел Хилли, предложил сотрудничество от лица компании Nash. В лице собеседника он увидел перспективу разбавить весьма скучный модельный ряд чем-то из ряда вон выходящим. Так, благодаря случайному знакомству, в 1950 году на предприятие в Уорике были доставлены первые шестицилиндровые двигатели Nash. Это были рядные шестерки от модели Ambassador в количестве 6 единиц. Первым делом они были установлены на модель Silverstone, где штатные карбюраторы были заменены на пару агрегатов SU, что помогло еще больше уменьшить линию капота, улучшив аэродинамику. В июне того же года болид отправился в Ле-Ман. За руль сели Тони Ролд и Дункан Хамильтон. Гонка оказалась весьма тяжелой. Из 66 экипажей до финиша дошли всего 29. Помните героев одного из недавних эпизодов на канале, команду Каннингем? В этой же гонке две машины Cadillac, выступавшие от его имени, оказались на 10 и 11 местах. А для Дональда Хилли результаты оказались еще более приятной неожиданностью. Его единственный автомобиль занял 4-е место в общем зачете. Вслед за двумя Talbot Lago и Allard с двигателем Cadillac. Позади остались два заводских Aston Martin. После такого успеха вопрос о создании дорожной версии был окончательно решен. В следующем году в Ле-Ман отправили автомобиль с номером шасси X6 с закрытым кузовом купе. Под управлением тех же гонщиков он пришел 6-м в общем зачете и 4-м в своем классе, уступив Ягуар, но опередив два Феррари, в том числе Луиджи Кинетти. Но амбициозный Хилли оказался недоволен результатами и в процессе подготовки к сезону 1952 года решил установить на то же шасси открытый кузов. Многие источники утверждают, что переработанный гоночный автомобиль был построен всего за 2 недели. В пару к нему решено было отправить тот самый Silverstone, участвовавший в Ле-Мане 2 года назад. Сам заезд 1952 года оказался тем еще испытанием на выносливость. Финишировало лишь 17 участников, а 40 машин оказались за бортом. Болид Silverstone попал в список последних из-за отказавшей коробки передач, а переработанное шасси X6 в руках Лесли Джонсона и Томми Уиздома оказалось весьма успешным, заняв 3-е место в общем зачете и 1-е в своем классе.
Впереди оказались только два заводских Mercedes-Benz. Зато удалось опередить на 10 кругов Брикса Каннингема и Феррари Луиджи Кинетти. В 1953 году Джонсон снова сел за руль, но уже в паре с Бертом Хедли. Стартовав с 27-го места, они сумели подняться к концу гонки лишь до 11-го, но их средняя скорость оказалась выше, чем в предыдущем году. Но на этом в лимановской истории Нэш-Хилли была поставлена точка. К этому времени компания Нэш была занята вопросами о слиянии с Hudson и создании корпорации American Motors. А Дональд Хилли переключился на очередной проект, но уже с компанией Остин. А теперь поговорим о том, что происходило за пределами гоночных событий. Успех в Лимане 50-го года проложил дорогу серийному автомобилю, использовавшего силовой агрегат Нэш. Договорившись с поставщиком, Хилли подверг шестерке объемом 3,8 литра доработкам, устанавливая на них алюминиевую головку блока цилиндров и двойные карбюраторы SU. В результате мощность увеличилась со 112 до 125 сил. В качестве трансмиссии автомобиль получил синхронизированную трехступенчатую механическую коробку передач с овердрайвом. Все агрегаты устанавливались на модифицированное шасси Silverstone с независимой передней подвеской со стабилизатором поперечной устойчивости. Сзади разместился мост Нэш с тягой Панара. Алюминиевый кузов с характерным V-образным лобовым стеклом был разработан лично Дональдом Хилли вместе с инженером Джерри Кокером, но бамперы, решетку радиатора и светотехнику позаимствовали у серийных моделей Нэш. Сам кузов был изготовлен в ателье Панель Крафт из Бирмингема. Но не стоит путать этого кузовостроителя с компанией FLM Панель Крафт из Лондона. Бирмингемцы не имеют отношения к таким творениям, как Aston Martin Shooting Brake или универсалы Rover P6. Разработанный прототип Нэш-Хилли дебютировал на парижском автосалоне 50-го года. Сразу было видно, что автомобиль был спроектирован с учетом вкуса заокеанских покупателей. Вместо двух раздельных сидений он получил мягкий кожаный диван. Однако рычаг переключения передач находился на полу. Получив теплый прием, разработки продолжились, и уже к февралю 1951 года была готова предсерийная версия, которую показали на автосалоне в Чикаго. В Штаты он поступил в продажу через дилерскую сеть Нэш по цене чуть более $4000. На выбор предлагалось только два варианта цвета – Champagne Ivory или Sunset Maroon. Из-за высокой себестоимости идея продавать его в Европе отпала сама собой. Однако стоит отметить, что в период с 1951 по 1953 годы для внутреннего британского рынка Хилли строил практически идентичные внешние модели G-Type 3 литра, но с правым расположением руля и силовым агрегатом Allis. Таких машин было построено по одним данным 25, по другим 28 единиц. Что касается Нэш-Хилли, то по сути он стал одним из первых послевоенных серийных спортивных автомобилей, официально продававшимся на американском рынке. Покупатели получали европейский стиль и управляемость. Американская пресса вовсю нахваливала ее вкупе с динамикой. А по технической части здесь были двигатели-трансмиссии, которые можно было обслуживать в любой точке страны. Однако цена отпугивала потенциальных клиентов. Дилерские центры Нэш никогда доселе не были местом для тех, кто хотел купить себе дорогую спортивную машину. К тому же более разумным выбором на тот момент представлялся быстрый, элегантный и более доступный Jaguar XK120. Не мудрено, что в таком виде модель просуществовала всего 1 год, и за этот период было выпущено всего 104 единицы. В том же самом 1951 году корпорация Nash Kelvinator в рамках своего сотрудничества с итальянским ателье Pininfarina заказала разработку новой модели Ambassador, в стилистике которого впоследствии предполагалось обновить свои полноразмерные модели. В итоге четырехдверный прототип не прошел одобрения руководства Nash и в целом был признан слишком смелым и необычным для американского рынка. Рисковать и терять продажи никто не хотел, поэтому у него позаимствовали лишь некоторые детали экстерьера.
Но в запасе была модель, на продаже которой особо никто не делал ставку. Ею оказался родстер Нэш Хилли. Так что необычную итальянскую стилистику решили в полной мере перенести на нее. А с карроссерией Пининфарина в итоге подписали контракт на производство в Италии кузовов. В результате подобного сотрудничества производственный цикл родстера еще больше усложнился. Схема выглядела так. Из американского Висконсина силовые агрегаты отправлялись в Великобританию, где в мастерской Хилли их устанавливали на шасси. В таком виде конструкция отправлялась в Италию, где ее уже ждал кузов и происходила окончательная сборка. И лишь после этого готовые автомобили возвращались в Штаты. В итоге стоимость модели выросла почти до $6000. Чтобы понимать, насколько это высокая цена, стоит сравнить ее с Chevrolet Corvette, который, появившись в 1953-м, продавался за 3500. Обновленную версию Нэш Хилли показали на Чикагском автосалоне 1952 года. Автомобиль получил новую переднюю часть с близко посаженными фарами, встроенными в решетку радиатора, цельное лобовое стекло, более развитые задние крылья, плавно перетекающие в небольшие, но заметно выраженные хвостовые плавники. Среди особенностей можно отметить отсутствие дверных ручек. Их действительно не было снаружи. Чтобы открыть дверь, надо было потянуть за ручку внутри салона. Кузов был выполнен из стали, за исключением алюминиевых дверей, а также крышек капота и багажника. К стандартному силовому агрегату добавили опциональный модифицированный вариант Le Mans Dual Jetfire объемом 4,2 литра мощностью 135 сил. Повышение производительности было достигнуто за счет применения сдвоенных карбюраторов Carter. В первый год после рестайлинга было произведено 150 единиц. В 1953-м родстер официально получил другое название и продавался как Нэш Хилли Sport Convertible. На выбор предлагались все те же два варианта двигателя. В связи с появлением в том же году закрытой версии, которая стала популярнее предшественника, в 1954-м от родстера отказались. Купе с удлиненной на 7 дюймов колесной базой получило имя Le Mans и стоило немного дороже – $6400. Как и родстер, оно собиралось по аналогичной технологии, проходя все этапы сборки в 3 странах мира. Из стилистических особенностей стоит отметить заднее стекло. Поначалу оно было цельным и сложно изогнутым. В 1954-м с целью удешевления производства его заменили на трехсекционное, благодаря чему внешний вид стал перекликаться с другими моделями Нэш, выпускавшимися параллельно. Изменение позволило снизить стоимость на $1200, что все-таки не спасло ситуацию. Последний автомобиль был построен в августе 1954 года, хотя продажи продолжались вплоть до 1955. Всего за период с 1953 по 1954 годы было построено 357 единиц родстеров и купе. Конечно, партнеры рассчитывали на более высокие продажи. Тот же Corvette нарастил их с 300 единиц в 1953 до более 3600 штук в следующем году. К тому же Ford всерьез собрался занять свою нишу в этом классе и активно разрабатывал свой Thunderbird. А еще, как утверждается в некоторых источниках, на каждый заработанный доллар с продажи автомобилей компания Нэш теряла 2. Учитывая все эти факты, интерес к проекту потихоньку угасал с обеих сторон. Руководство вновь образованной корпорации American Motors приняло решение о прекращении производства Нэш Хилли. Сам Дональд Хилли был не против, поскольку его новый проект с компанией Austin отлично стартовал на родине Великобритании. Несмотря на отсутствие явных успехов, на деле американо-британский проект не только обеспечил Дональду Хилли финансовую стабильность, благодаря которой он смог создать такой шедевр, как Austin Хилли 100, но и ознаменовал начало эпохи, которая приведет к созданию таких экзотических машин, как, например, Dual Ghia или Cunningham с кузовом от Виньяля. На этом месте поставим точку и в нашем рассказе, а на странице с Остин Хилли заглянем как-нибудь в другой раз. Уверен, что найдем для этого подходящий повод.
Вот мы и добрались до причины появления сегодняшнего эпизода. 100-й по счету из 104 существующих родстеров, он был отреставрирован около 10 лет назад. Родстер выставляется на продажу 22-24 сентября на аукционе Sotheby's, который будет проходить в Маршалле, штат Техас. За автомобиль планируется выручить 150-175 тысяч долларов. Рынок. Самые первые модели – нечастые гости на крупных аукционах, и это объяснимо. Из 104 автомобилей до наших дней выжило немного. В зависимости от источника, число известных экземпляров варьируется от 20 до 30. Самый дорогой из них был продан в далеком 2014 году. Тогда на аукционе Worldwide Auctioneers в Хьюстоне его цена составила 170,5 тысяч долларов. Цена более поздних вариантов с кузовами от итальянских мастеров составляет в среднем 70-80 тысяч долларов. При этом тип кузова особого значения не играет. А самыми дорогими за последние годы оказались вот эти родстеры, оба проданные на аукционе Sotheby's. Один из них, серого цвета, в марте 2019 был продан в форте Лодердейл за 121 тысячу. А вот этот черный родстер в октябре 2020 ушел с молотка в американском Элкхарте за 137 200 долларов. К слову, на том же аукционе в Техасе, помимо героя нашего выпуска, будут выставлены на продажу еще два родстера из более поздней серии. И, судя по всему, средняя цена на Нэшхилле в скором времени будет только расти. Тому подтверждение эти экземпляры. Серый автомобиль 1952 года, правда с установленным на него позднее V-образной восьмеркой от Chevrolet, и красный родстер 1953 года получили эстимейт в 100-125 тысяч долларов. А на сегодня это все. Спасибо, что иногда листаете автоархивы. До встречи!